Как я упоминал еще в предыдущем ролике, когда мы с вами обозревали eFootball 2024, внутри ее файлов, как и всегда, было найдено много контента. И, конечно же, этот контент также не обходит стороной некоторые режимы, которые мы все еще продолжаем ожидать в рамках eFootball. И, конечно же, речь снова о Мастер-лиге. Поэтому в сегодняшнем видео давайте разберемся, что же успели найти новое касаемо Мастер-лиги, о чем нам говорят эти файлы, ну и в целом обсудим все это поподробнее. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поддерживайте видео своим лайком, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Итак, перед тем, как мы приступим к нашему обсуждению, стоит отметить, что мы просто обсуждаем найденные находки в файлах игры и просто разбираем то, что нашли другие люди. Я не буду гадать, когда это появится и появится ли точно, потому что за некоторое время меня уже успели упрекнуть, что я создаю какие-то лишние впечатления, лишние ожидания. Но, друзья, если подобные находки вас в лишний раз в чем-то убеждают, и вы после этого вот прям надеетесь и слепо верите всему, что будет сказано дальше, то уж извините, но подобной цели мы здесь не преследуем. Мы просто обсуждаем то, что находится игроками. Ни больше, ни меньше. Договорились? Надеюсь. Как и всегда, подобными находками поделился наш мейкер Дуранзил Пес, который шерстил файлы мобильной версии игры и ПК-версии, когда только-только появилось обновление до 24 части. Ну и, конечно же, мимо него не прошли интересные файлы, которые касаются Мастер-лиги. Например, файлы анимации, которые относятся к катсценам из Мастер-лиги. Если быть точным, то эти файлы анимации содержат упоминание Мастер-лиги и подписаны как Final Chapter, то есть как последняя глава. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что подобная анимация относится к катсценам празднования трофея с командой. Естественно, это происходит в конце сезона, и под ту самую последнюю главу, в принципе, можно подвязать. И судя по тому, что это в целом выделено как-то отдельно, скорее всего, подобные анимации будут отличаться от предыдущих анимаций празднований, как мы наблюдали в 21 и в предыдущих частях PES. Когда же игра стала доступна на ПК, то мейкер также нашел дополнительные анимации и уточнил, что для Мастер-лиги, для будущей Мастер-лиги, которую мы все еще не видели, он нашел целых 2255 анимаций, которые касаются катсцен в Мастер-лиге. И они также имеют под собой, упоминание, к какой именно катсцене они относятся. Например, некоторые из них относятся к катсценам, которые имеют название, как, например, назначение капитана, тренировочные игра, травма, день дерби и так далее. То есть все это говорит о том, что подобная анимация относится к катсценам, которые будут предшествовать дерби матчам, или когда футболист получит травму Мастер-лиги, или когда будет проводиться какая-то тренировочная игра. Вот, кстати, интересно, что из себя будет представлять эта самая тренировочная игра. В общем, для всех этих моментов были добавлены отдельные анимации. К сожалению, мы их не можем просмотреть, но факт остается фактом. Ну и также особняком стоит отметить новые катсцены, которые засветились в трейлере к eFootball 2024 и которые были найдены отдельно в самой игре. Потому что если вы вспомните те самые слухи, которые фигурировали до обновления до eFootball 2024, Гальвани упоминал, что Konami собирается сделать ставку на то, чтобы немножко оживить жизнь за пределами поля. То есть, опять же, немножко восполнить эти самые околофутбольные моменты с кат-сценами. Ну, знаете, как оно происходит в FIFA последние несколько лет. И, судя по всему, Konami действительно задумались над этим и для своей игры. Об этом говорит множество различных кат-сцен, например, с автобусом или в раздевалках, которые мы заметили в трейлере к eFootball 2024. Или, например, вот подобная сцена празднования трофея, как раз-таки, которая была найдена уже в файлах игры. И учитывая, что все эти кат-сцены, по большей части, многие из них все еще недоступны в самой игре, ни в товарищеских матчах, ни в матчах онлайна, можно сделать вывод, что, наверное, большинство из них так или иначе, но относится к Мастер-лиге, что в лишний раз повышает ее шансы на появление, если не в конце этого года, то хотя бы вообще в рамках eFootball 2024. Потому что находок по этому режиму все больше и больше. Завезли вот столько кат-сцен, добавили много анимации для этих кат-сцен. И спрашиваются, а почему бы и нет? Но, судя по всему, у Konami есть на это какой-то свой ответ, поэтому они все еще продолжают тянуть. Если не с релизом, то хотя бы с банальным анонсом, которого мы все еще не получили. Ну и на этом все интересные находки по Мастер-лиге в eFootball подходят к концу. Делитесь своим мнением в комментариях, друзья, что вы думаете на этот счет. В целом, как вам новые продемонстрированные кат-сцены? Нравится ли вам подобное? Привносит ли это разнообразие в eFootball? Или можно было как-нибудь обойтись без этого? В общем,
пишите. Также не забывайте поддерживать это видео своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на наши соцсети, если по каким-то причинам все еще не подписаны. Все, что мы рассмотрели в рамках этого ролика, там появилось намного раньше. Подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.